Приветствую всех подписчиков и гостей канала. Меня зовут Алена, и я очень рада вас видеть. Еще в этом году я вам покажу, что мы сделали из пуха норки вот таких вот двух моточков. И сделали мы это всего лишь за один вечер. Вот такой вот беретик к вашему вниманию. Касательно пряжи, то ее я заказала на AliExpress. Ссылочка будет внизу под видео в описании. Номер моточков 828. Цвет вот такой вот бордовый. В составе идет моточек самого пуха 50 грамм и 20 грамм катушечка дополнительной нити. Метраж 340 метров в одной катушке. Расход на берет у меня вышло 100 грамм основной нити плюс 40 грамм дополнительной, 680 метров. То есть 2 катушки дополнительной нити и 2 мотка основной. Производитель указывает, что здесь 95% пуха норки, но не знаю, насколько это правда. Я уже вам характеризовала эту ниточку в моих обзорах. Не буду повторяться, можете войти на мой канал и найти. Ниточка вот так вот выглядит, она пушистая. После каждой стирки она все больше и больше распушивается. Потом внизу дальше вы увидите это. И вот такая дополнительная ниточка, она использует функцию фиксирования пряжи. Пряжа не растягивается, держит форму благодаря вот этой вот нити. Вязать я буду в 4 основные нити, то есть за одного моточка я вытягиваю одну ниточку со серединки и вторую ниточку начинающую. Со второго моточка точно так же одна нитка со серединки и вторая ниточка вот. У нас получится 4 основные ниточки с двух мотков и 2 дополнительные. Также нам понадобятся спицы чулочные, спицы номер 4, леска 40 сантиметров и спицы номер 4 и номер 6. Ними я вязала свой беретик. Не скрою, девочки, что пробовала вязать спицами номер 5 резинку, основное полотно, и номером 3 резинку, но мне не понравилось. В 4 нити очень некрасиво получается. Ну и плюс нам понадобятся дополнительные нити, обязательно не пушистые, сантиметр, игла и маркера. Маркеров 8 штук, 7 я взяла одного цвета и 1 другого, начало и конец ряда. Вот такой беретик у меня получился. В средние века этот головной убор был распространен в кругах аристократии. Из материала подешевле начали производить береты и носить обычные люди. В эпоху средневечья береты начали появляться как атрибут военной формы. В Европе же береты появились в начале 17 века. Массовое производство беретов началось в 19 веке во Франции и Испании. И с этого момента берет обрел название французский берет. Женщины его делали из мохера, шерсти, хлопка, украшали, и потому до сегодняшнего дня красивые береты называются французскими беретами. Так что, если вас тема заинтересовала, сделайте себе приятную атмосферу на несколько минуток. Сделайте обязательно себе приятного ароматного кофе или чая, какую-то печенюшку. Садитесь поудобнее. И еще не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик. Мне будет очень приятно. Итак, если вам все подходит, тема подходит, садитесь поудобнее и начинаем мастер-класс данного головного убора. Прежде всего хочу вам продемонстрировать головной убор до ВТО и по ВТО. Видите, до ВТО он был тугой, такой более собранный, а по ВТО он уже был пушистый и очень красиво раскрылся. Кстати, по ВТО он немножечко растянулся, даже подойдет, я думаю, на 58 сантиметров, 56-58 сантиметров. Итак, начинаем. Что мы делаем? Расчет. Для начала вы должны измерить окружность своей головы. Что мы делаем? Мы сантиметровую ленту прикладываем на лобную часть и затылочную, выпуклые части лобной и затылочной части.
обволакивая уши. Вот манекен у меня 51 сантиметр. И берет, кстати, на него тоже подошел. В 1 сантиметре у меня резинки вышло полторы петельки, а самого узора вышло в 1 сантиметре 2 петельки. Расчеты. Обвод головы у меня 56 сантиметров. В 1 сантиметре у меня 1,5 петли. То есть в 56 сантиметров мне надо узнать, сколько петель. Я сделала формулой 1,5 умножила на 56, вышло 84 и разделила на 1, 84 петли. Я набираю с таким вот способом на спице номер 4 половина нужных петель. То есть мне надо набрать 84, а половина из этого это 42 петли. Обычным бабушкиным способом набираем на спице номер 4. Вот мы набрали 42 петли и добираем еще одну петельку для смыкания в круг. Вот так. Теперь у нас 42 плюс 1 43 петли. И вот эта ниточка нам уже не нужная. Еще наберу одну петельку для замыкания в круг. То есть 43 петли. И эта ниточка нам уже не нужна, мы ее отрезаем. Обязательно эта нитка должна быть плюс-минус такой же толщины, как и основная нить. И она не может быть пушистая, потому что потом будет тяжело ее вытаскивать. Она нам нужна как дополнительная нить. Теперь берем основную нашу нить, которая складывается с 4 основных и 2 дополнительных ниточек. Еще раз повторюсь. Вот видите. 2 наши вспомогательные нитки, они как бы нити-фиксаторы, особо они не играют роли в толщине, но играют роли в фиксировании пряжи. И 4 основные наши ниточки. Так и присоединяем их к вязанию. Обязательно оставьте кончик, потому что он нам нужен будет, чтобы его поправить соединение и спрятать. То есть оставьте столько, сколько вам нужно будет для соединения наших петель. И начинаем вязать. Так, первый ряд мы вяжем все петельки, начиная от первой до последней, лицевой за переднюю стенку. То есть бабушкин способ мы вяжем вот так вот, обычным способом. А здесь мы вяжем лицевой петлей за переднюю стенку. Вот так вот. Делаем все петельки, и первую, и последнюю. Лицевые петли за переднюю стенку. Можно здесь подтянуть, но очень важно, не делайте туго. Не может быть вот этот вот фабричный набор очень туго. Я обычно вяжу туго, но здесь стараюсь сделать посвободнее, потому что если сделаю туго, то мне потом будет перетягивать. То есть само изделие может быть большим, а вот начало, вот этот вот фабричный набор может вам перетягивать, потому старайтесь не делать туго. И вот так вот за переднюю стеночку вяжем до последней петельки. Вот последние петельки, мы их тоже вяжем лицевую за переднюю стенку. Это был первый наш ряд. Здесь у нас 42 плюс 1, то есть 43 петли. Мы провязали лицевыми за переднюю стенку. Переворачиваем наше вязание. Второй ряд у нас будет все петельки изнаночные. Все петли изнаночные, начиная от первой петли и до последней. Обычным бабушкиным способом мы вяжем вот так вот изнаночными петельками. Все наши 43 петли изнаночными. И встречаемся вот здесь в конце. Вот последние петельки мы тоже провязываем изнаночными. Самым обычным способом.
Последние петельки можете подтянуть вот эту вот ниточку, чтобы она была не расхлепанная. Итак, третий ряд. Переворачиваем наше вязание. И третий ряд мы будем вязать следующим способом. Значит, смотрите, первый ряд мы вязали лицевой за переднюю стеночку, вот так вот. А третий ряд мы вяжем бабушкиным способом, все петельки лицевыми за заднюю стенку. Вот так вот. От первой до последней, включая последнюю, мы вяжем обычным способом, лицевыми петельками за заднюю стенку или же бабушкиным способом. И встречаемся на последней петельке третьего ряда. Вот мы довязываем последние петельки третьего ряда. Все петельки лицевой за заднюю стеночку. Вот у нас последняя петелька, мы ее тоже провязываем. Лицевой за заднюю стенку. Переворачиваем вязание. И последний наш четвертый ряд фабричного набора, вот именно такого способа, который я вам показываю, делается вот так вот. Смотрите, вот эти зубчики, которые вы видите, они очень важны, потому нитка должна быть другого цвета, и благодаря чему эти зубчики основной нити у нас очень хорошо видны. Если бы нить была похожего цвета, очень тяжело бы было вот эти вот именно зубчики, я буду их так называть, вытащить и не пропустить, потому что если пропустите какой-то из этих зубчиков, у вас просто будет дырочка и ничего не получится. То есть очень важно, чтобы каждый вот этот зубчик был поднят на спицу. Так, делаем так. Вот наша первая петелька. Мы первую петельку, она изнаночная, так? Поскольку мы ее перевернули, она у нас изнаночная. Мы ее провязываем обычным способом изнаночной петлей. Вот так вот, изнаночная петля. И теперь смотрите, первый зубчик, который находится между двух изнаночных петелек, мы этот зубчик поднимаем на спицу и провязываем его лицевой. Он очень легко провязывается, просто я делаю это на камеру, и мне нужно смотреть на все вязание через камеру. Вот так вот. Мы его подняли на спицу и провязали лицевой петелькой. Кстати, поскольку здесь 4 основные и 2 дополнительные ниточки, обязательно смотрите, чтобы все ниточки у вас вытянулись. Следующая петелька изнаночная, мы ее так и провязываем изнаночной. Так. Следующий зубчик между изнаночными, мы его поднимаем. Вот. Очень важно, чтобы вы не делали туго вязание, иначе у вас будет очень тяжело поднимать вот этот вот зубчик. Так, и провязываем его лицевой. Вот мы зубчик подняли и вяжем его лицевой петелькой за заднюю стенку. Вот так вот. Надеюсь, вам все хорошо видно и понятно. Покажу еще раз. Вот, следующая петелька у нас изнаночная, мы ее провязываем изнаночной и вытягиваем зубчик, который находится между изнаночными, и провязываем этот зубчик лицевой. И так все вот эти зубчики мы должны с вами вытянуть и провязать как лицевые. Вот еще один покажу. Вот, одеваем его и провязываем как лицевая. Если вы заметили, то таким образом мы удваиваем количество петель на нашей спице. То есть, если у нас было 42 петли, плюс одна там петелька будет как для соединения в круг, так, то в такой вот способ мы удваиваем наши петельки, и их будет уже не 42, а 84 петли. То есть столько, сколько по наших расчетах должно быть. 84 петельки плюс 1 петелька у нас будет для смыкания в круг. То есть в сумме у нас должно выйти 85 петель.
Если кто-то новичок, то покажу вам еще раз в увеличенном виде. Вот смотрите. Вот мы поднимаем вот этот зубчик на левую спицу и правой спицей провязываем его лицевой петелькой за заднюю стенку, обычной лицевой. Так. Следующая петелька у нас изнаночная. Мы ее так и провязываем изнаночной. Снова вот этот зубчик, который вы видите, левой спицей мы его поднимаем вот таким вот образом. И правой спицей провязываем вот этот зубчик лицевой за переднюю стенку. Следующая снова у нас изнаночная и так далее до самого конца ряда. Вот наши последние петельки, мы их привяжем с вами вместе. Вот смотрите, изнаночная, и между ними вот этот вот зубчик, обязательно его не пропустите. Мы его поднимаем, провязываем лицевой, вот так вот. И последняя наша петелька, 85-я, мы ее вяжем изнаночной. Так. И вот теперь смотрите, вот эта дополнительная ниточка, она нам уже не нужна, потому что у нас на спицах 84 петли плюс 1 для смыкания в круг. Мы набрали нужное нам количество петель вот таким вот фабричным набором. И вот эту вот дополнительную ниточку мы ее просто-напросто распускаем и снимаем. Можно просто распустить вот таким вот образом, я делаю так, потому что нет никакого риска, что я, например, ножничками отрежу какую-то нужную мне нитку. Вы можете сделать каким-либо другим способом. То есть избавляемся от вот этой вот дополнительной ниточки. Итак, мы избавились от нашей дополнительной ниточки. Теперь смотрите, мы не можем вот эту наш прутик сомкнуть в круг, он достаточно маленький, потому мы еще один ряд с вами провяжем резинкой 1 на 1 поворотными рядами. То есть первую петельку по рисунку, она у нас лицевая, вот такая вот косичка, значит мы ее вяжем лицевой. Второй ряд, вторая петелька у нас изнаночная, значит мы ее вяжем изнаночную. Снова лицевая, лицевой, изнаночная, изнаночной. Видите, я изнаночную вяжу обычным способом за переднюю стенку, а лицевую вяжу лицевой за заднюю стенку, поскольку у нас были поворотные ряды. И так вяжем до конца. Вот мы провязали один ряд резинки 1 на 1, и видите, у нас уже петельки могут сомкнуться в круг. Потому 85-ю петлю мы используем как петлю, которая сомкнет наше вязание в круг. Обязательно посмотрите, чтобы наше вязание, вязальный вот этот прутик не перекрутился и был правильной лицевой стороной к нам, смотрел к нам, чтобы не было изнаночной стороной, потому начало берета будет некрасиво лежать. Вот. И теперь соединяем. Я соединяю в такой вот способ. Петельку с левой петли снимаю и протягиваю ее через петельку с правой петли. Вот. Вот этот кончик, который у нас остался, который я просила вас оставить, мы потом протянем нитку через иглу и соединим. Видите, здесь маленький, потому что один ряд был поворотным, и мы потом его соединим иглой. Вот вешаем маркер и начинаем круговыми рядами уже вязать. И у нас вязание уже начинается с изнаночной петли, поскольку мы лицевую использовали для соединения. У нас с вами на спицах на данный момент 84 петли. Столько, сколько мне нужно было при моих расчетах. Вот видите, вот здесь вот кусочек ниточки я потом соединю
наше вязание, чтобы было красиво. И спрячу эту нитку и отрежу ненужный мне кусочек. Итак, теперь вяжем резинкой 1 на 1 самым простым способом. Лицевая, изнаночная. Обязательно смотрите, чтобы ваши лицевые петельки не были перекрученные, чтобы косичка на вас смотрела. И вяжем лицевая, изнаночная. Вот так вот. Чередуем лицевая петелька, изнаночная. И вяжем так по кругу на нужную нам длину. Сейчас резкость наведу. Видите, резиночкой 1 на 1. Я провязала в высоту 4 сантиметра. У меня вышло 10 рядов резинки. Вяжем 10 рядов и встречаемся. Вот мои 10 рядов резинки готовы. Вот так вот у вас должно получиться. Резиночка очень упругая благодаря вот этому фабричному набору. То есть она не растягивается и держит форму. Поначалу до ВТО она мне была туговатая. Но потом после ВТО очень даже хорошо растянулась. Вот видите, 4 сантиметра, 10 рядов, повторюсь. И что мы делаем теперь? Теперь мы немножечко прибавим наши петельки, поскольку у нас берет французский, еще раз вам хочу сказать, и он должен быть не большущий, но и не маленький. Что мы делаем? Вот смотрите, из каждых 4 петель у нас должно выйти 6. Что мы делаем? Вот, мы делаем накид, только накид я делаю не обычным способом, а поднимаю петельки вот так вот и провязываю их скрещенным, чтобы не было дырочки, поскольку у меня нитка получилась толстая, и я хочу избежать дырочек. И вот таким вот образом делаю себе накид. Видите, скрещенной петелькой. У вас должна быть вот такая вот скрещенная. Или вяжу ее лицевой. Так, вот вам резкость наведу. Следующая петелька у нас должна быть по рисунку изнаночная. Несмотря на то, что вы видите внизу у нас лицевая. Следующую петлю мы снова делаем накид. Так. И провязываем лицевой скрещенной. Опять же, повторюсь, на камеру мне не очень удобно, но я хочу вам сделать как можно ближе, чтобы вы видели как можно четче, как это все делается. Так, то есть вот лицевая, изнаночная, то есть из 2 петелек мы, можно сказать, связали уже 4 петли. Так, вот изнаночная. И следующие 2 петельки вяжем по рисунку. Лицевая, вяжем лицевой, изнаночная, вяжем изнаночной. Это все мы еще вяжем спицами номер 4. Теперь снова следующие 4 петельки делаем из них 6. Делаем накид, вяжем его скрещенной лицевой. Так вот. Следующую петлю вяжем изнаночной. Теперь снова делаем накид. Можно, кстати, делать вот таким вот способом, если вам будет легче. То есть обратной стороны и вот так вот делаете лицевой. Это тоже будет считаться скрещенная лицевая. Вот. Попробуйте, какой способ вам более удобнее. Это скрещенные лицевые с наклоном вправо-влево. Здесь, в принципе, нету разницы, как вам удобнее, так и делайте. Так, изнаночная. И следующие 2 петельки вяжем лицевая, изнаночная. Теперь снова с 4, вот 4 петельки. С 4 петелек мы делаем 6. То есть накид лицевой, изнаночная, накид лицевой, изнаночная и лицевая, изнаночная. И так вяжем до маркера, до конца ряда. И встречаемся возле маркера. Так мы умножаем
то есть увеличаем наши петли. У меня из 84 петель увеличилось таким образом петель до 126 петель. Остановлюсь для новичков. Смотрите, накид в нашем понимании это вот накид. Мы так не делаем, поскольку у нас образуется дырочка. И поэтому мы накид делаем в другой способ. Вяжем накид скрещенными петельками. То есть поднимаем петлю из уже связанной петли. Вот так вот. Я думаю, вам удобнее будет поднимать петлю вот так. В такой вот способ. И за переднюю стенку вяжем лицевой. Вот. И в нас будет скрещенная петелька. Видите? Вот следующую петельку по рисунку вяжем изнаночной. Далее снова снимаем петлю. И можете снять вот в такой вот способ. Это второй способ. И здесь уже, видите, ниточку провязываем за заднюю стенку. Попробуйте, каким способом вам будет удобней. И вяжем изнаночной. Следующая петля лицевая и изнаночная. Итак, встречаемся на конце ряда. Вот у нас на нашей леске 126 петель, и теперь нам нужно сменить спицы с номера 4 на спицы номер 6. Вешаем маркер, и вот теперь у нас начинается наш узор, который вяжется следующим способом. В моей группе на Фейсбуку я размещу мою, правда, от руки нарисованную схемку, и ее сейчас помещу вам на экране. То есть, что мы делаем? Там, где была лицевая, мы вяжем изнаночной, а там, где была изнаночная петелька, мы вяжем наоборот лицевой. И так будем вязать все время. Вот нам первый наш ряд узора. Мы вяжем вот, видите, здесь изнаночная под лицевой, а здесь под изнаночной лицевая за заднюю стенку. Смотрите, изнаночная на лицевой за переднюю стенку, на изнаночной лицевая за заднюю стенку. И так вяжем до маркера. На маркере встречаемся на втором ряде узора. Вот смотрите, второй ряд узора. Мы видим шишечку, то есть изнаночная петля. Значит, мы ее будем вязать лицевой петлей за заднюю стенку. Вот, лицевая. Здесь мы видим лицевая, значит, будем ее вязать изнаночной. То есть мы будем делать такие маленькие шишечки. Вот у нас изнаночная шишечка, значит, мы ее вяжем лицевой. Узор очень простой. Над лицевыми изнаночные, над изнаночными лицевыми. Скоро мы вяжем узор по кругу, то у нас вот так вот выходит. И вяжем наше вязание на определенную длину. Теперь смотрите, очень важно. Если вы хотите берет пошире, тогда вы длину вяжете подольше. Я вязала 16 сантиметров вместе с резинкой, потому что я хотела более объемный наш беретик. Если же вы хотите берет поменьше, значит вы вяжете меньше, там 14 сантиметров. Если хотите идентично такой, как у меня, все делаете так, как я. Так, вот я вас информирую, что я вязала 16 сантиметров вот этим вот узором. На весь узор у меня пошло где-то около 6-7 часов, девчонки, потому что я отняла, я еще переснимала, говорила вам, что у меня неправильную номер спицы набрала. Так, вот смотрите, вот я провязала узором, вот этим вот узором, провязала я 16 сантиметров, и теперь все мои 126 петель поделила следующим образом, потому что сейчас начну делать убавки. Вот так вот у меня получилось.
Видите? Когда я вязала, девчонки, спицами основную гладь спицей номер 5, мне не очень понравилось, потому что я понимала, что нитка не распушится. Она очень петелька к петельке близко прилегала, потому я сменила спицы на номер 6. Вот смотрите, в растянутом виде вместе с резинкой у меня 16 сантиметров. Ну, в принципе, не растянутом где-то 15,5 сантиметров. Если у вас голова побольше, то можете связать себе, или вы хотите, например, берет такой побольше, тогда вы вяжете на сантиметр или пару сантиметров побольше. Смотрите, 126 петель моих я поделила на 8. У меня получилось 7 раз по 16 петель и один как бы промежуток 14 петель. Каждые вот эти вот промежутки я повесила маркера для того, чтобы мне легче было сокращать. Что мы делаем? Вот смотрите, несколько сокращений сделаем вместе с вами. Первый ряд после 16 сантиметров провязанного узора мы делаем сокращение. Вот наши 8 кусочков, 7 кусочков по 16 петель, один кусочек 14 петель. Так, первый кусочек у нас 16 петель. Мы 13 петель вяжем по рисунку, точно так же, как вязали предыдущие ряды. Так? Над изнаночной лицевая, над лицевой изнаночная. И у нас остается 3 петли перед маркером. Мы эти петли перед маркером по рисунку провязываем 3 петли вместе. В данной ситуации смотрим, что у нас по рисунку: лицевой или 3 петли изнаночной. Раз у нас была петля лицевая, значит здесь 3 петельки. Вот смотрите, самым обычным способом: 1, 2, 3 петли мы провязываем изнаночной. И еще такой вот must-have или совет: когда провяжете изнаночной, то подтяните вот эту шишечку, вот как бы даже натяните ее хорошенько, чтобы не видно было. Так, и вот первое сокращение есть. Следующее мы вяжем по рисунку: над изнаночной лицевая, над лицевая изнаночная, точно так же 13 петелек мы вяжем по рисунку, оставшиеся 3 петли мы сокращаем, 3 петли провязываем одной, еще раз повторюсь, соответственно по рисунку. Вот мы с вами остановились на лицевой, значит 3 последние петельки перед маркером мы сокращаем, провязывая по рисунку. В данном ряду у нас выходит изнаночная, и подтягиваем вот эту вот петельку, чтобы у нас шишечка была вот такая вот. Так, и этот ряд полностью до маркера мы делаем точно так же. Довязываем 3 петельки, не довязывая до маркера, провязываем их 3 петли одной, в данной ситуации изнаночной. Вот мы довязали до маркера, у нас остались 3 петли, то есть здесь лицевая, значит 3 петли мы вяжем изнаночной. И вот в такой вот способ мы 8 раз сократили по 3 петельки. Так вот, 8 раз мы сократили 3 петельки, то есть у нас уже уменьшилась петель. Так, следующий, второй ряд и третий ряд вяжем по рисунку без убавок. И встречаемся на 4-м ряду. То есть сокращение мы будем делать в каждом 3-м ряду. Вот сейчас мы провяжем с вами один ряд по рисунку без убавок, второй ряд по рисунку без убавок, и встречаемся на 3-м ряде, в котором будем делать убавки. Вот мы провязали с вами еще 2 ряда без убавок, и теперь снова у нас получается 3-й ряд, будут убавки. Делаем точно так же. Вот у нас теперь не 16, а 14 петелек. Так, мы вяжем так, вот перекидываем маркер и вяжем так. 11 петель мы вяжем
по рисунку. Вот лицевая, значит, у нас сейчас будет изнаночная. То есть 11 петелек вяжем по рисунку, и последние 3 петли вместе. Ну и вот смотрите, вот мы закончили изнаночной петлей, и теперь нам надо будет провязать 3 петельки вместе лицевой. Что мы делаем? Мы меняем местами вторую и первую петлю. То есть первая петля становится второй, а вторая первой вот в такой способ, чтобы косичка была спереди, скажем так. И провязываем 3 петельки вместе лицевой. Тоже натягиваем. Вот так, видите, у нас получается лицевая косичка, и практически не видно сокращений. Следующее делаем то же самое. 11 петелек вяжем по рисунку. И вот 3 петельки нам нужно провязать лицевой. Опять делаем то же самое. Меняем первую и вторую петельки, так чтобы первая была второй, а вторая стала первой. И вот так вот смотрите косичку, чтобы была не перевернутая. Укладываете и провязываете все 3 петельки лицевой. Точно такие же сокращения делаем с остальными петлями и вяжем до конца ряда. Точно так же по той же схеме мы второй и третий ряд вяжем без убавок и снова на третьем ряду убавляем. И так делаем все время до момента, пока у нас не останется мало петель. Я их пересняла на спицы номер 4. Обязательно спицы поменьше, потому что уже на лиске мне было неудобно. Я их пересняла на чулочные спицы. И буду делать точно так же сокращение уже на чулочных спицах. Видите, перед каждым маркером буду сокращать по 3 петельки. Вот смотрите, у меня ряд убавок снова. То есть я ряд убавила, 2 ряда провязала без убавок. Ряд убавила без убавок. И вот у меня ряд убавок. И видите, до маркера у меня сразу 3 петли. То есть я с них сразу делаю одну петельку. И так вышло, что мне надо провязать ее лицевой. Вот, я ее перебрасываю точно так же, как вам показывала. И провязываю лицевой. 3 петли вместе. Сразу же. Так, то есть сокращаю до момента, пока у меня на спицах не останется определенное количество петель. Все постараюсь вот в конце вам тщательно показать. Вот одну петлю. Здесь уже маркер мне не нужен, я его снимаю. Здесь тоже, видите, у меня осталось 3 петельки. То есть раз здесь у меня была лицевая, значит эти следующие 3 петельки я провяжу изнаночной. Вот так вот. Здесь я стараюсь делать тугенько, чтобы сокращение на макушке вышло достаточно красиво. Вот. И стягиваю эти петельки так, изнаночную. Маркер снимаю. Здесь почему-то у меня вышло аж 5 петель. Возможно, где-то забыла сократить. Ничего страшного, я делаю так. Здесь изнаночная, значит, вяжу по рисунку. Видите, лицевой. Так, здесь изнаночной. И следующие 3 петельки я провяжу 3 вместе лицевой. Сменю так, чтобы средняя петля была спереди. Это изнаночная петля, потому я ее делаю так, чтобы она была не перекрученной. Здесь уже будем комбинировать так, чтобы просто у нас дальше держаться нашего рисунка. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Это последние петельки, их в принципе не сильно будет видно, но если сделаешь ошибку, то, по крайней мере, вы не будете чувствовать вот этого вот восхищения своей работой, скажем так. И таким образом сокращаем все петельки до маркера.
Следующие 2 ряда я провязала без сокращений, и теперь снова у меня сокращение. И здесь я уже просто провязываю по 2 петли вместе согласно рисунку. Вот 2 петли лицевыми, 2 петли изнаночными. Здесь, видите, я хотела провязать лицевой, но она изнаночная. Ее переверну стеночкой к себе, чтобы красиво ложилась лицевая. Маркер мне уже не нужен. И провязываю 2 петельки лицевой. Вот так, чтобы косичка на меня смотрела обязательно. 2 петли изнаночной. И так по 2 петельки вместе я провязываю до маркера. После того, как я провязала 2 ряда без убавок, снова буду сейчас убавлять. У меня на спице, на каждой из 4 спиц вышло по 4 петли. Убавлять я снова буду следующим способом. Вот смотрите, здесь у меня первая лицевая, первая изнаночная, вторая лицевая. Но мне надо провязать лицевой. Потому я переставляю местами петельки. Лицевую даю наперед. Вот так, чтобы она косичка была не перекрученная. И 2 петли вместе провяжу лицевой. То есть на спицах у меня из 4 петель должно остаться 2 петли. И следующие 2 петельки мы провяжем изнаночными. За переднюю стеночку вот так вот изнаночными. И снова 2 лицевые, 2 изнаночные. И так у нас в сумме на одной спице останется 2 петли. Теперь смотрите, на каждой из 4 спиц у нас остается по 2 петли. И мы с вами будем сейчас провязывать эти 2 петельки, 2 петли вместе лицевой. Вот первая спица, мы берем 2 петли вместе лицевой и оставляем на спице. Следующая спица, снова 2 петли вместе лицевой. Я возьму себе еще одну спицу, так мне удобней. Вот 2 петли лицевой. И эту петельку одну переснимаю на спицу, где уже 2 петли есть. Так, то есть на вот этой спице у нас должно быть 4 петельки. И последняя петля, то же самое, я ее вяжу 2 петли вместе лицевой. Теперь, если вы не хотите вот этого вот пиптика такого, да, хвостика наберете, тогда вы берете иглу, собираете эти 4 петельки и их просто стягиваете. Все, конец берета. Я буду делать вот этот вот хвостик берета. И буду делать этот хвостик методом I-cord. То есть, что я делаю? Смотрите. Вот моя петля. Я должна вязать с этой стороны, но переворачиваем направление вязания и вяжу лицевыми. Вот мои 4 петли. Вот таким вот образом. Здесь я сделала достаточно туго, потому мне не очень удобно вязать. Вот. Ну и плюс на камеру. Надеюсь, вы меня понимаете. Так, теперь смотрите. Нужно бы вязать вот с этой стороны, но нет. Мы вяжем методом I-cord. То есть переставляем и вяжем с обратной стороны снова все петельки лицевой. Можно за переднюю, можно за заднюю стенку. Там уже, в принципе, особой разницы нету. Как вам удобно. Вот, провяжу этот ряд за переднюю стенку. Так, потому что я вижу, что так петельки более не перекрученные. Снова то же самое. Вот делаем вот таким вот способом. И снова, скажем так, не с той стороны начинаем вязание. И вяжем на определенную нам длину. Я провязала, по-моему, 6 рядов. И теперь иглой
собираю эти 4 петельки. Игла у меня с тупым концом, обычная вязальная игла. Я вот переснимаю все 4 петельки на нее и протягиваю нить через эту иглу. Немножко прошиваю и прячу иглу вместе с ниткой в серединку берета, так чтобы ее не видно было, чтобы вот этот вот хвостик был чистый и ровный. Ну и здесь эту ниточку просто-напросто завязываю узелочек и прячу ненужную мне длину, и я отрежу. Вот такой французский беретик у меня получился. Вот, кстати, ниточку длинноватенькую оставила, можно ее еще немного подрезать. Хочется, чтобы эстетично было и красиво. Вот такой беретик у меня получился. Еще раз вам повторюсь, очень быстро. Я думаю, что если будете делать теми же спицами, все то же самое. Кстати, вот такое вот, все, что у меня осталось из 2 мотков пряжи. Ровно 2 мотка у меня пошло на вот этот вот берет. Перед ВТО я сейчас сделаю измерение. Вот диаметр моего берета 29 сантиметров. Ширина. Если в растянутом виде, то 30 сантиметров. Вот диаметр входа, то есть как бы начало берета. Видите, вот такой вот красивый у меня получилась резинка. Начало у меня вышло 12 сантиметров. До ВТО, естественно, он такой еще немножко колюченький, не пушистый. ВТО я делаю в обычной прохладной, такой легенькой теплой водичке. Добавляю туда специальный порошочек. Если вы хотите после ВТО высушить, чтобы были вот такие вот как бы лепесточки, то вы так и оставляете. Если не хотите, то просто беретик разглаживаете, и он будет у вас разглажен. Я думаю, что красивее, если вот эти лепесточки остаются. Но это уже на ваш вкус и цвет. Вот мокрый беретик вы разглаживаете на полотенце. У меня немножечко, кстати, нитка чуть-чуть полиняла. Был такой вот красноватенький цвет воды, потому я ложу на полотенце темное, чтобы мне не отбилось. Вот. Ну и, как вам говорила, или можете вот эти ребрышка вот так вот сделать, или просто разгладить, чтобы он был гладенький. И несколько часов лежит в таком положении, через немножко просохнет вот этот беретик. Вы его можете перевернуть и пускай просохнет в обратном положении, то есть как бы вот этой резинкой наверх. В начале видео я показывала вам, как берет сидит на мне перед ВТО и после ВТО. И теперь сделаем замеры. Вот смотрите, в принципе, немножечко сам берет осел 29 сантиметров, но обвод резинки у меня вышел побольше, 13 сантиметров, а был 12. Почему? Потому что я его немножечко потянула, честно говоря. То есть вы уже, когда делаете ВТО, можете себе его сформулировать. Вот здесь видите 28,5 сантиметров, то есть немножечко берет осел. Но еще раз повторюсь, если вам резинка, например, велика, то вы чуть-чуть водичку добавляете температуру и его формируете. Вот после первого ВТО, посмотрите, берет распушился, и он стал гораздо пушистее, чем был. То есть при каждой стирке берет будет хорошо распушиваться. Я очень довольна, конечно, несмотря на то, что я 2 раза его перевязывала. Первый вариант мне не понравился, второй вариант, я думаю, очень даже неплохо. Ну вот и все, мое последнее в этом году видео. Надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, что оно вам пригодилось, и мы с Мией не зря старались. Если видео вам понравилось, я буду благодарна вам за подписку и обязательно нажмите на колокольчик. В новом году будут новые видео. Ну а всем желаю крепкого здоровья, исполнения желаний. Моя Украина, вам желаю победы, держитесь, все будет хорошо. Ну и с наступающим Новым годом! Послушных вам ниток. Это очень важно. Ну и все. До новых встреч в новом году. Люблю, целую. Ваша Алена и Мия. Пока-пока.